Приветствую вас, дорогие зрители! Мы находимся у дилера Кейса в Польше. И сегодня мы вам представим трактор модели Puma 240 CVX. Компания Кейс была основана в 1842 году Джеромом Кейсом. Он занимался тем, что придумал молотильную машину, которая отделяла зерно от колоса. В 1869 году Джером Кейс придумал первый паровой трактор, который работал не самостоятельно, а с помощью лошадей. В 1892 году компания Кейс выпустила свой первый бензиновый трактор. Но так как мир не был готов к отказу от паровых двигателей, ему пришлось ждать 19 лет, чтобы представить ту же модель 20 лет спустя. С 1936 года Кейс принял красный цвет за основной для всех своих силовых агрегатов, комбайнов и тракторов. Друзья, как же холодно, вы просто не представляете. Снег, дождь, а мы снимаем, потому что у нас нет другого выбора. Мы взялись за это, чтобы вести этот канал. И обещаем вам на протяжении каждой недели, на протяжении каждой среды делать для вас новый выпуск. Ты знаешь, в чем прикол? Микрофон у меня. В 1980 году вышел на рынок первый трактор 2+2. Это 4 колеса спереди и 4 колеса сзади. И причем водитель находился сзаду трактора, а не так, как сейчас посередине. В 1985 году компания McCormick вместе с Case объединились и стали компанией Case IH. И с того момента она стала второй по величине сельхозхозяйственной компанией по продукции техники. В 2013 году был представлен первый комбайн по уборке тростника, а в 2014 году компания Case получила звание за лучшую модель XXL. Это был трактор Steiger, гусеничный квадтрак, на выставке в Ганновере, на агритехнике, на которой мы ездили. И если вы не смотрели наш первый выпуск, обязательно вернитесь на 3 выпуска назад и посмотрите 2 части с нашей выставки, как мы там были, что мы видели. Там очень много чего интересного. Один из брендов CNH Group — это Iveco. Iveco является лидером в производстве экологических движков. Они производят легкие тягачи, тяжелые тягачи, они производят автобусы, и также они производят все двигателя для версии не Puma, для версии Magnum. Это Cursor 9, это самый распространенный мотор в тягачах, и также на моделях тракторов, но не этой. Подразделение компании Case Industrial, FPT Industrial занимается разработкой двигателей, а также трансмиссий для морской техники, дорожной техники, сельхозтехники, спецтехники, для всего спектра машиностроения. А теперь немного цифр, друзья. Компания CNH вмещает в себя 12 брендов, 66 производственных компаний, а также 65 тысяч сотрудников, которые работают по всему миру в этой компании, в этом большом, огромном холдинге. Представьте себе, что для разработки своих технологий у компании есть 56 отдельных исследовательских центров, и имеется представительство в 180 странах. Ребята, вы вообще представляете себе этот масштаб? Это просто нереальная мировая компания с очень большой и очень красочной историей. Еще одна интересная вещь для тех, кто не знает. Компания CNH объединяет в себе компанию Case, компанию New Holland и компанию Steyr, которая производит трактора. Приветствую, дорогие зрители! С вами на связи Богдан. И сегодня я расскажу уже более детально о технических характеристиках трактора
кейс Puma 240 CVX, о двигателе, о коробке передач, о мостах, о навеске. Более подробно расскажем и покажем, как все сделано в этом тракторе. И сейчас я хочу вам рассказать про серии Puma. Их есть вообще 5 серий от 140 до 240 лошадей. Это Puma 140, Puma 200, Puma 240 и разные модели. Также у них есть разные модификации. Они могут быть с коробкой передач CVX. CVX это значит, что это полный автомат. Это есть два варианта полного автомата коробок. Это 19 передач вперед и 6 назад, и 16 передач вперед и 6 назад. Также они используются с коробкой PowerShift. На данный момент мы делаем обзор на CVX, а это значит, что это автомат. Они очень хорошо экономят топливо, и кейс утверждает, что благодаря полностью автоматической коробке передач при номинальных оборотах от 1600 до 200 тысяч оборотов на 19 передаче, когда передвигается трактор, используется минимальное количество топлива. Двигатели нового поколения TR3, которые устанавливаются на эти трактора, очень экономны, долговечны и надежны в работе. Установленная топливная система, а именно Common Rail. Всем известная, на всех кейсах Нью-Холландах установлена система Common Rail. Это электрический впрыск на форсунках, который экономит, очень сильно экономит топливо и очень хорошо и надежно работает на этих тракторах. Максимальная мощность в этих тракторах достигает при оборотах 1800-2000 оборотов в минуту. Также имеется диапазон 600 оборотов в минуту, при котором трактор работает на минимальных оборотах. Это используется тогда, когда, например, вы работаете с техникой, с которой нужно использовать минимальную скорость и максимальную потужность этого трактора. Это 600 оборотов в минуту. Имеется также диапазон постоянной мощности. Это до 600 оборотов в минуту. Чтобы можно было поддерживать скорость работы с меньшей скоростью вращения двигателя. На данной серии трактора установлена стандартная комплектация подвески переднего моста, но также компания Case при заказе трактора дает как опцию, вы можете выбрать полностью независимую подвеску, которая очень хорошо влияет на работу этого трактора, когда неровные поля, очень хорошо используется в управлении. Нету вот этих колебаний, когда на обычном мосте оно прям может вот так вот трусить, можно развивать большую скорость при транспортировке агрегатов. Кроме того, эта подвеска оснащена функцией автоматического вырывания. При потребности трактор сам включает эту функцию и вырывает все из-под земли. Гидравлическая система в этом тракторе приводится в движение поршневым насосом на серии PowerShift. Это 150 литров в минуту качает. И на серии CVX на автомате 170 литров в минуту. Задняя сцепка обеспечивает грузоподъемность на этом тракторе до 10 460 килограмм. И с помощью кнопок, которые установлены на заднем крыле трактора, вы сможете управлять навеской, не выходя из кабины. В принципе, это сейчас на всех тракторах такое установлено. Это уже не новость, но это нужно подметить и рассказать вам об этом. На данной серии 6 гидровыходов, не 6, а 8 гидровыходов. Это 3 гидровыхода сверху, 3 снизу, и также тут по 2 гидровыхода. Это очень хорошо для того, чтобы можно было подключить чем больше гидрошлангов, потому что есть разная прицепная техника и разное количество шлангов. И иногда в старых моделях тракторов не хватает просто этих входов для того, чтобы подключить нужную вам технику. Здесь установлен у нас сразу же бачок для гидромасла, которое заливается в систему. И с помощью этого уже работает, с помощью давления масла поднимается, работает, опускается эта навеска. И с помощью этого насоса мощного, который стоит на этой серии, это 170 литров в минуту, данная навеска сможет поднимать 10 470 килограмм веса. Установлены шины в радиусе 42 на 610 на 710. Обычно стоят в стандарте 38
но по отзывам клиентам, даже к нам обращаются люди, иногда они хотят, чтобы было 42, благодаря просто большому радиусу идет больше сцепка и можно делать больше нагрузку на эти шины. Также мы видим на этом тракторе вот такие вот противовесы. Например, если трактор работает с плугом и тяжелая почва, нужно, чтобы была очень хорошая нагрузка на задние колеса. Поэтому люди себе заказывают дополнительно вот такие вот противовесы. Их может быть установлено 2-3, каждый весит там по 150-200 килограмм, в зависимости от тех, которые вы закажете себе. И с помощью вот 3 вот таких болтов быстро крепится и снимаются. Если не нужно, сняли, если нужно, поставили противовесы. Что, мы такие привезти можем? Да, конечно, мы привозили к John Deere, кстати, с Америки, к трактору John Deere 8420 такие противовесы клиенту. Нигде в Европе не мог найти, заказывали с Америки. Передние шины установлены 600/60 радиусом 30, бренд Trelleborg. Обычно вот ездим по дилерам. Сейчас всю технику, которую выпускают, ставят вот эти шины. Кстати, кто использует на тракторах вот эти шины, напишите свои отзывы, как они работают, как вообще этот бренд. И, в принципе, напишите свои отзывы про эти трактора. Ну и эти шины ставятся только уже на мощные такие трактора, там за 200 лошадей. Вот примерно на тракторе, который вот стоит сзади, здесь стоят мишеленовские шины, это трактор 125 лошадей. Короче, в предыдущем видео хотели снять вам в ВОМе, рассказать про обороты ВОМа, но, короче, вот благодаря этой штуке мы не заметили здесь ВОМ и подумали, блин, как это так, трактор без ВОМа. Ну, короче, вот это прицепное устройство, здесь установлен ВОМ, так как трактор новый, эта крышка еще закрыта, и снимать мы ее не будем. А здесь вот есть прицепное устройство для прицепа, которое вот с помощью этого рычажка поднимается и опускается вверх-вниз. Оп, и все. На данном тракторе установлен передний туз. Я не знаю, как называют его фермера, но мы называем его тузом. То есть передняя навеска. Нагрузку на него можно делать там до 2 тонн, 2-2,5 тонны. Вы сможете, например, прицеплять сзади дисковую косилку, там классовскую или куновскую дисковую косилку. И сейчас новые косилки уже сделаны так, что вот прицепляет еще спереди для большего захвата. Цепляет до колес косилку спереди и косилки сзади, и трактор полностью косит траву или люцерну или любую другую культуру. Трактора серии Puma производятся в Австрии, собираются все полностью в Австрии, так как, например, уже мощные трактора серии Magnum, это все чисто американской сборки. Поэтому это очень радует, потому что сейчас многие производители хотят удешевить качество сборки и собирают и в Турции, собирают и в Китае, и в Индии, и в разных других странах. Но Австрия — это очень хорошее качество, очень хорошая сборка, поэтому кейс, респект. Ну и сейчас еще вам расскажу про кабину. Кабина здесь сделана очень круто, очень крутой обзор, удобно для водителя этого трактора, комфортное сиденье, очень комфортный пульт управления, доступ и обзор. Сейчас зайдем вовнутрь, я вам покажу. Стекла Пиллингтон стоят. Так, что мы здесь имеем? Очень комфортное пневмосиденье, дополнительное сиденье, как Максим говорил раньше, для своей девушки или жены, или просто девушки. Здесь оно складывается, можно поставить себе кофе, чай. И дальше расскажу. С правой стороны у нас установлен вместе двигающийся с сиденьем пульт управления этим трактором. Монитор сенсорный, сейчас мы включим, покажем. Вот так вот его можно крутить, этот монитор. Здесь у нас установлено радио, регулировка с зеркалами, выход на розетку, на прикуриватель. Этой панелью управляется печка, управляется кондиционер, освещение,
по всему трактору. Здесь есть две двери, то есть можно выйти вот сюда. Вот так вот открывается. Безрамная, кстати, безрамная дверь. Просто стекло. Это очень хорошо и удобно для водителя. На этой панели, как и на всех тракторах, мы можем регулировать и смотреть обороты, заднюю навеску, смотреть уровень топлива, температуры двигателя. Этим рычагом мы регулируем обороты трактора. То есть не обязательно нажимать на педальку газа. Вот это ручной, как бы можно сказать, газ. Здесь вот нарисована у нас улитка, там заяц. Хотим ускориться, значит вперед. Здесь также с помощью этих кнопок можно регулировать это все. Этим колесиком вы уже настраиваете, например, себе под свою скорость, и он постоянно двигается автоматически уже при той скорости, которую мы настроили. На данной панели мы видим вот этот рычажок. Это регулировка задней навески. Тоже она выставляется, например, и потом вы нажали кнопочку, она опустилась просто до того уровня, на который вы настроили. Здесь у нас регулируется передний, задний, блокировка заднего моста. Также здесь установлена навигация, но это дополнительная опция. Хотите, устанавливаете. Дальше люк. Кстати, не у всех тракторах я видел. Здесь закрыто, открывать его не будем. Вот есть такой лючок. Защита от солнца. С помощью этого рычага вперед-назад, то есть скорость его переключаете. Нейтральный. Также у нас есть регулировка руля. Вот, полностью можно регулировать. Сейчас, вперед только регулируется такой угол. Да, только так вот регулируется. Здесь у нас кнопка аварийки. И заднее стекло, в принципе, тоже, как и во всех тракторах, открывается с помощью цилиндриков маленьких. Здесь установлен ручник. Холодно, да? Да, вообще сегодня. Оба. В принципе, по кабине что, но обзор реально крутой. Обзор реально крутой. Вот эти стойки уже уменьшены. Раньше такие они огромные были. Полностью все видно. А вот это вот Made in Austria. То, что я вам говорил, трактор производится в Австрии. Это очень радует. Сейчас пойдем за ключиками, заведем этот трактор, проедемся, газанем чуть-чуть нормально так. Конечно, не проверим сейчас его в поле, так как я говорил, сейчас зима, никто не работает особо. И поэтому уже в новых выпусках будем тестировать, будем перетягиваться тракторами. Кейс, например, с John Deere или HTZ там, с кейсом или с John Deere. Поэтому будет интересно, друзья. Сейчас идем за ключиками, будем ездить, проверять. И там, не знаю, мосты включать, блокировку мостов, показывать, как это все работает. Погнали! Аж самому хочется купить поля, взять в аренду и начать заниматься фермерским хозяйством, не только продажей техники. Оба. Так, руль-то я поднял. Нужно чуть вверх. О. Сейчас загрузится у нас все здесь. Кейс APS Pro 700. Монитор стоит. Все. Завели трактор,
Здесь у нас монитор. Здесь мы можем посмотреть, это скорость отображается, расстояние рабочее, сколько, сколько берет в час топлива. Сейчас показывает 4,7 литра. Дальше здесь мы видим полностью регулировку навески задней. Дальше на этом экране мы видим основные настройки этого экрана. Здесь у нас показывает уже технические данные по полям, сколько обработано, вот там 0,18 гектар сейчас написано. Ты, может, выйдешь, сейчас поснимай, ну, я там покручу, навеску включу и так дальше. Ну давай, братан, едь в поле. Бодя, кстати, очень-очень любит ездить на всякой технике. Мы с ним даже по району у нас в Ковеле на Нью-Холланде гонялись. В снег, грязь, любую погоду. Мы любим острые ощущения, ребята. А вы любите? Отпишитесь в комментариях, кто любит острые ощущения, любит познавать все новое и новое. А спонсором нашей передачи является я и Бодя. Давай прицепляй плуги, погнали. Прицепляй плуг, говорю, погнали. Вот так вот, друзья. Это у нас печка включается. Сейчас холодно. Это кондиционер. Тракторист Богдан за рулем вот такого вот новенького кейса. Кстати, навигация здесь Trimble ставится, американская. Короче, ребята, я вам скажу, что с приближением каждого нашего выпуска мы все больше и больше кайфуем от процесса съемок. Так что мы будем давать вам еще много качественного, классного материала. Ждите, на этой неделе мы едем на выставку в Варшаву и будем снимать для вас очень крутые, классные модели. Может быть, какие-то интервью подснимем, а в будущем мы подснимем интервью с фермерами обязательно. И будем вам показывать внутренние процессы фермерских хозяйств. Бодя любитель все поклацать, все потестить, все попробовать, я вам говорю. Вот, смотрите, вот о чем я говорю.
Ну так, друзья, наш выпуск подходит к концу. Я думаю, вам он понравился, нам даже он понравился. Ну, съемки сами, как мы делали. Поэтому не забывайте подписываться на наш канал, ставить палец вверх, ставить колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. И не забывайте, что мы можем вам поставить трактора, кейс, любые запчасти к ним, как оригинал, так и аналог, в любую страну. Очень качественные, сервисованные на кейс со всей историей. Так что если вы нуждаетесь в тракторах, комбайнах, пресс-подборщиках, любой сельхозтехнике, спецтехнике, обращайтесь к нам. БЗ Агро, ваш надежный партнер в поставке сельхозтехники. Всем пока!